Катастрофическое наводнение в Пакистане, Испания охвачена разрушительными пожарами, и тревожная новость из космоса: к Земле несется астероид. Все важные события за последние сутки прямо сейчас в выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Сильные муссонные ливни и вызванные ими внезапные наводнения привели к катастрофическим последствиям в округах Сват и Малаканд в пакистанской провинции Хайбар-Пахтунхва. Начавшиеся еще в конце июня дожди вызвали серию внезапных наводнений и оползней в северо-западных районах Пакистана. Округа Сват и Малаканд оказались в эпицентре бедствия. По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, 15 августа в провинции было зафиксировано не менее 256 смертей. Наводнения, вызванные разливом реки Сват и ее притоков, разрушили дома, дороги, мосты и сельскохозяйственные угодья. В районе Мингоры, главного города округа Сват, паводок затопил жилые зоны, унеся жизни людей. В Малакандской дивизии, куда входят Сват и другие округа, власти объявили чрезвычайное положение, а дивизии Малаканд и Хазара были признаны зонами бедствия. Общее число жертв наводнений в Пакистане с конца июня достигло 560 человек, из которых 360, преимущественно женщины и дети, погибли в Хайбар-Пахтунхве, а также в Пенджабе, Гилгит-Балтистане и пакистанском Кашмире. Кроме того, более 35 человек числятся пропавшими, а 1300 туристов были эвакуированы из пострадавшего района Мансехра. Спасательные операции в Свате и Малаканде продолжаются, задействовано более 100 спасателей, работающих на 8 участках, но высокая интенсивность паводков создает значительные трудности. Самая сильная волна лесных пожаров в истории Галисии продолжает разрушать испанскую провинцию Оренсе. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, 2 крупных пожара, начавшихся в провинции Оренсе, стремительно распространяются с 11 августа. Огонь, подпитываемый аномальной жарой и сильными ветрами, охватил более 2500 гектаров лесов, оливковых рощ и сельскохозяйственных территорий. Наиболее пострадавший район – муниципалитет Аимбра, где сгорели 3 дома, а также окрестности Монтеррея, где были эвакуированы сотни жителей из городов Виласа и Сан-Кристово. Пожары вызвали серьезные перебои в инфраструктуре, нарушено электроснабжение и интернет-соединение в нескольких районах Оренсе. Ключевые дороги перекрыты из-за огня и задымления. Правительство Галисии мобилизовало сотни пожарных, а также пожарные самолеты и вертолеты. Испания обратилась за помощью к Евросоюзу, в ответ Франция направила 2 пожарных самолета для поддержки усилий в тушении. Лесные пожары продолжают бушевать и в провинции Леон. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах и Испанского министерства внутренних дел, с 12 по 15 августа в провинции Леон зафиксировано 8 активных пожаров, включая очаги в Ерес и Орало-Вильяблино, которые представляют наибольшую угрозу из-за близости к населенным пунктам. Пожары подпитываются экстремальной жарой, сильными ветрами и сухой растительностью. Общая площадь сгоревших земель в Испании за неделю превысила 111 916 гектаров, из которых значительная часть приходится на Кастилию и Леон. В районе Ерес огонь приблизился к Лос-Медулос, уникальному природному и историческому объекту, внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Были эвакуированы около 1400 жителей из окрестных деревень, включая Каруседа и Ерес. По состоянию на 15 августа были эвакуированы жители 24 населенных пунктов, всего более 6000 человек. Эвакуационные центры переполнены, местные власти организовали дополнительные временные убежища в школах и общественных зданиях. Пожары привели к сбоям в транспортном сообщении. Высокоскоростная железнодорожная линия Мадрид-Галисия приостановила работу, 11 дорог, включая трассу А-52, перекрыты из-за дыма и огня. В тушении пожаров в Леоне задействовано около 1000 военнослужащих военной аварийной службы,
а также 11 воздушных и наземных пожарных команд. Несмотря на усилия, пожары остаются неконтролируемыми из-за сложной горной местности и метеорологических условий. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. Потенциально опасный астероид диаметром 50 метров приближается к Земле. По расчетам 17 августа он пройдет на расстоянии около 1 диаметра лунной орбиты от нашей планеты. Благодаря необычно близкому сближению с планетой, небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов. Камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстоянии ближе миллиона километров. Астероид был обнаружен только 1 августа этого года. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен. Камень относится к группе Аполлонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше 2 лет. Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом. Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного аризонского кратера диаметром 1186 метров и глубиной 170 метров, расположенного на территории США. 13 августа город Джуна пострадал от наводнения, вызванного прорывом ледникового озера в бассейне ледника Менденхолл. Рекордный паводок поднял уровень реки Менденхолл до 5 метров 75 сантиметров, затопив около 700 домов в районах Риверсайд-Драйв, Килуич-Драйв и Кэмпбелл. Защитные барьеры, построенные в 2024 году после катастрофического наводнения 2023 года, смягчили последствия, направив часть потока в обход жилых зон. Без них ущерб мог быть катастрофическим, сравнимым с разрушением 300 домов в 2023 году. Губернатор Аляски Майк Данливи объявил чрезвычайное положение 11 августа. Сотни жителей были эвакуированы, для них открыли временные убежища в школах. Спасательные службы продолжают работу, оценивается ущерб, ведется откачка воды. Друзья, у нас есть по данному событию отдельный подробный выпуск, ссылку на него вы можете наблюдать в правом верхнем углу экрана. В Севастополе на строительной площадке в районе проспекта Октябрьской революции рухнул башенный кран. В результате аварии погиб крановщик, находившийся в кабине. Еще 2 рабочих получили травмы, их состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, спасательные бригады и медики. Площадка оцеплена, движение в районе происшествия частично ограничено. Предварительной причиной обрушения в МЧС называют техническую неисправность крана. Однако точные обстоятельства выясняются следственной группой, включающей специалистов по техническому надзору и безопасности. Мощные ливни обрушились на столицу Сенегала Дакар в ночь на 15 августа, вызвав внезапное наводнение в низинных районах города. Уровень воды в некоторых местах достигал колен, а в отдельных зонах – выше пояса. Хотя точные данные о масштабах затопления отсутствуют, местные СМИ сообщают о значительных разрушениях, включая повреждение домов, магазинов и уличной инфраструктуры. Наводнения также усугубили проблему с канализацией, что привело к загрязнению воды и рискам для здоровья населения. Транспортное движение в Дакаре парализовано, ключевые дороги, такие как магистраль Корниш и улицы в районе плато, оказались под водой. Движение общественного транспорта приостановлено.
Аэропорт Блес-Диань работает с перебоями, но прямых сообщений об отмене рейсов пока нет. Местные власти организовали эвакуацию жителей из наиболее пострадавших районов. Спасательные команды работают над оказанием помощи людям, запертых в своих домах. Для всех пострадавших открыты временные убежища в школах и общественных центрах. Утром 15 августа Ливиния, популярный горнолыжный курорт в Альпах, накрыл сильный ливень, который принес значительные осадки в регион Сондрия. Интенсивные дожди вызвали переполнение местных ручьев и рек, что спровоцировало селевой поток из грязи, камней и воды. Сель обрушился на долину Ливиния, повредив дороги, мосты и здания в окрестностях. Наиболее пострадавшими оказались районы вблизи Виа-Фонтана и Виа-Аэстарир, где грязевые потоки повредили магазины, отели и жилые дома. Сообщается о затопленных подвалах и частично разрушенных дорогах. Сель также повредил сельскохозяйственные угодья и туристическую инфраструктуру. Служба гражданской защиты региона Ломбардия и местные власти объявили чрезвычайную ситуацию. Пожарные и спасательные команды приступили к расчистке дорог и эвакуации жителей и туристов из зон риска. В общественных центрах Ливиния организованы временные убежища для всех эвакуированных. Во время концерта популярной китайской певицы Джоан Синьянь обрушился навес сцены. Инцидент произошел вечером 15 августа на открытой концертной площадке в районе Фучин города Миньян в провинции Сычуань. По данным местных СМИ, сильный порывистый ветер, связанный с тропическим штормом Яги, стал причиной обрушения металлического навеса сцены. Согласно предварительным данным, в результате обрушения погибли 4 человека, находившихся вблизи сцены. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что Джоан Синьянь не пострадала, но концерт был немедленно остановлен и все эвакуированы. На место обрушения оперативно прибыли спасательные службы, пожарные бригады и медицинский персонал. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Власти начали расследование для выяснения точных причин инцидента, включая проверку конструкции сцены, соблюдение норм безопасности и влияние погодных условий. Тропический циклон Эрин, сформировавшийся в восточной части Атлантического океана, достиг силы урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре составляет 121 км в час с порывами до 144. На 16 августа ураган находится в открытом Атлантическом океане, двигаясь на северо-запад со скоростью около 20 км в час. Национальный центр по наблюдению за ураганами не исключает усиление до 4 категории в ближайшие дни. Траектория урагана пока не угрожает непосредственно материковым территориям, но он может затронуть северные острова подветренной группы, включая Антигуа и Барбуду, уже в субботу, 16 августа. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра. Нам будет еще о чем рассказать вам.